Добрий день. Здравствуйте. Звідки будете? Я с Северодвинска, Архангельская область. Понял. Я з Києва. М, Понятно. Блогер? Да, Вопросы задаете, наверное, какие-то. да. Можете задать. Могу задать. Да, Отлично. ну постараюсь ответить, но я сразу скажу, что я не эксперт и вообще не стратег, и не политик, и не разбираюсь в этом деле, но, может быть, Мгм. что-то и смогу ответить. Да, слушайте, тут несложно. Вот меня интересует вопрос. Значит, есть газета, которая издавалась, ну, вообще две газеты. Одна называется «Украинец». Это 1864 года газета издания в Киеве. Ну, я вообще по истории не шарю. Но Ну, это просто на логику. А другая газета издавалась в Москве, называется «Московитянин», 1845 год. Вот. И меня вот интересует, что значит, почему разнились так названия? К чему это все? без понятия. Нет у Понял, меня ответа. Даже не разбирался в этом вопросе и ничего поэтому сказать не могу. понял. Ну, хорошо. А вот как назывались там этнические какие-то группы, как народ назывался ваш российский до начала 18 века? Как назывался народ? Да. Вот как он себя идентифицировал? Сейчас он как себя идентифицирует, чтобы мне было понятно, о чем вы говорите? Ну, сейчас он называет себя русским, гражданство М, российское. Вот. Ну и тогда тоже были русские. А, тогда он тоже себя русским называл. Ну да. Мгм, понял. Слушайте, а вот тогда следующий вопрос. У меня вот тоже есть документ, топографическое издание, что там Харьковской губернии. Я ничего не буду смотреть, не открывать, никуда ползать, ничего. Ну что там, вы так скажите. Да, там, собственно, есть, например, украинское дворянство, украинцы, украинские хлебопашцы и так дальше. Много упоминаний Ну и украинцев. что? Да. А вместе с ними упоминаются великороссийские мужики, великороссы и так дальше. То есть Мгм. не И русские. малоросы, да? Нет, Или украинцы. малоросов там нету? Я же вам только что сказал, что украинцы. Ну, так кто это получается? Ну, я не знаю, о чем вы вообще говорите, что это за документ. Это может быть фейк, к Не. примеру. И вы можете его где-то просто найти и выдавать это, к примеру, за действительность и говорить, что вот я нашел такой-то документ, и в этом документе как бы есть вот такие, такие, там такие, такие, как бы. Так что ничего по этому поводу не могу вам ответить. Вам знаете, кого надо поискать? Есть такой Усы Столыпина, блогер. Вот он вам расскажет. Да нет, этот лох вообще ничего не знает. Если ему такое Ну, спросить, то он там просто в пении у рта будет биться в конвульсиях. Эта работа называется «Топографическое описание Харьковского наместничества с историческими предуведомлением о бывших всей стране, так дальше, в типографии компании типографической с указанного дозволения. 1788 год, Москва. Вот. То есть это как бы источник, который прошел цензуру, все путем, все нормально. И здесь пишется, что есть великороссийские мужики, которые рубят дрова. Могу зачитать. Вот. мне не Э, надо. вот, ну ладно. А украинцы еще не привыкли, кроме городов, дворян. То есть есть великороссы и есть украинцы. Мгм. Так как называлась тогда ваш народ? Русские, я же говорил. А украинцы тогда были А малороссами. кто такие Они, великороссы? они украинцами стали только когда Ленин украинизировал русский народ. Там, я не помню, когда дата, вот когда после Российской империи стал Советский Союз образовываться, и тогда насильно русских людей украинизировали и придумали язык. Ага. Тогда вот Хорошо. у меня такое понимание истории. Понял. То есть вот эту работу, что я читаю, 1788 год, пишется. Там есть еще и, короче, такие документы, где древние укры выкопали Не-не-не, Черное море, вот и такое, это понимаете? в вашей Москве издалось вот это топографическое, значит, наместничество, пишется. Для сушения хлеба украинцы не употребляют, а молотят, расстав снопы, прежде на пнуку вверх колосом.
А про так называемых русских, как вы говорите, пишется: употребление плугов принято также великороссийскими помещиками и однодворцами, живущими между что-то там дальше. То есть... А для чего вы мне это читаете сейчас? Ну, объясните, кто такие великороссы, если были русские тогда все. Русские. Там были малороссы, великороссы. Так почему великороссы и украинцы в этой работе? Я 1788 же год. вам объяснил, что этот документ может быть фейком, понимаете? Его кто-то просто придумал для пропаганды, чтобы украинцам как бы не говорить, что вы знаете, вот мы как бы как государство не состоялись и немножечко бабла наварили, и чтобы вас обманывать и говорить, что вот Россия такая плохая, они там ненавидят русских и так далее и тому подобное, вот придумали такой документ. Сейчас я вам И покажу этот выдает документ. его. Да, я говорю, не надо мне ничего показывать. Смотрите. Ну и что вы мне его покажете? И что Чтоб от этого? вы- Подождите. И вы мне его сейчас покажете. И что от этого поменяется? Вот, Ничего. смотрите. Ну Вот. ничего. Сейчас я вам Ничего. покажу, что там Так видно вам. Что от этого поменяется? Ну, вижу, конечно, прекрасно. Где он издан? Где он издан? Москва написано. Так. Какой, Я же вам говорю, что можно фейк сделать Какой и год? показывать вам. какой год там? 1788, Так. по-моему, ну там обрезано. Теперь Вы знаете, что можно возьмите- фейк сделать? возьмите и Понимаете? загуглите вот этот документ. Возьмите и А загуглите. вы знаете, что... Так я же вам говорю, что можно создать фейк. понимаете? Если это фейк, Вы этого не вы, хотите вы слышать? сразу можете опровержение найти. Да, если это зачем фейк. мне, понимаете, вот этими делами заниматься постоянно? У вас постоянно что-то новое накидывается, новое и новое накидывается. Ага. Я могу вам пример привести, хотите? Банку с огурцами, которые сбили ракету, приводить не буду. Я вот прям такой пример приведу, который вот прям железобетонный. Его можно проверить, прям вот в интернет зайти и сравнить. Смотрите, например, по вашему телевидению, это где-то в середине Слушайте, марта меня не интересует говорили- телевидение. Нет, вот видите, вас не желтая интересует. Я вам желтая говорю, что это пресса. фейк. И- Подождите, желтая пресса меня не интересует. Я понимаю, что по новостях могут показать что угодно, как бы. Вот. А я вам говорю, за исторические документы это разные вещи. Поэтому, когда вы меня направляете к своим блогерам, вот этим недоучкам, вы забываете про то, что у них нету на руках документов, понимаете? Не умеют говорить фактами, они говорят только вот языком чешут. Вот. Поэтому вы не понимаете разницы между желтой прессой и официальными документами, которые я вам показываю. Я говорю, найдите, что это фейк, найдите вот это топографическое описание Харьковского наместничества, докажите мне, что это фейк, и все. Звук выключили? Вы мне звук выключили, да? Нет, я вам объясняю, что это Так не вы фейк. звук мне выключили? Нет, Звук конечно, вы выключили? что? А, Как я нет? мог... Не выключили, Как? а показалось, что выключили. Как я Мы сейчас мог не о том московиту? разговаривали. И разговаривали о том, что это может быть фейк. Я же не говорю, что это фейк или не фейк. Я же говорю, что это может быть фейк. Ага, Вполне возможно. А знаете почему? Вот я вам пример привожу, и вы не хотите... Не, этот мне услышать. пример, понимаете, Вы не когда вы... хотите пример слышать. Да, я не хочу слушать пример желтой прессы. Кстати, если вы будете меня перебивать, извиваться здесь, то я вам действительно буду выключать звук, потому что, надо как бы диалог строить, а не вот эти вереск цей. То есть, понимаете, исторический документ — это не желтая пресса. Он издан, он есть, он лежит в архивах, его можно найти, его можно проверить. И таким образом понять, что как бы есть украинцы в 18 веке, никакой Ленин их не создавал. Но так как вы насмотрелись своих недоблогеров, то, конечно, у вас, в принципе, аргументы железобетонные. Так можно с любым, до любого абсолютно подойти, до любой карты, до там повести временных лет, до чего угодно. Можно сказать, что это фейк, и не париться насчет ответа. Это просто смешно. Вот. Так что, если не хотите отвечать, давайте другой документ посмотрим. Нет, подождите, вы меня не послушали. Вы прете свою линию. Вы меня даже не выслушали. Так вы сравниваете не Подождите, вы сравнивая. не слушаете. Так я ничего не Я сравниваю. понял, мы общаться не будем, да? Или как? Вы будете дальше меня перебивать? Я вам сказал, желтая пресса меня не интересует. Меня интересуют документы. Если вы мне покажете, что это действительно фигня, хорошо, пообщаемся. А если будете мне желтую прессу наводить как пример к документу, то диалога не получится. Вот и все. Канал. Официальное телевидение ваше, центральное телевидение. Ясно, давай, железобетоном учись общатися по фактам. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!